Короче, всем привет! После предыдущего видео про медные экраны стало понятно, что никому ни хрена в большей степени не понятно. И эту тему нужно раскрывать глубже. Но перед этим следует определиться вообще, для чего нужен экран и какие проблемы он решает. Если мы немножко подумаем, то станет понятно, что экран нужен для того, чтобы защищать от фона. И вот что такое фон, нам в первую очередь и нужно разобраться. Обычно под фоном подразумевается какое-либо гудение, шипение или какие-то иные посторонние призвуки, которые, подмешиваясь к сигналу, очень сильно мешают играть. И вот экран как раз-таки нужен для того, чтобы хотя бы большую часть этих лишних призвуков ликвидировать, вследствие чего станет играть намного комфортнее. И мы будем концентрироваться не на том фоне, который у нас пролезает в инструмент, а непосредственно больше на самой игре. Вы можете сказать, что в принципе для этих же целей можно использовать Noise Gate или шумодав. Но поскольку Noise Gate и шумодав работает не конкретно с фоном, а совсем с сигналом в целом, то подрезает он именно весь сигнал. И у нас часть полезного сигнала обрезается вместе с фоном. Если же мы поставим и экран, и используем шумодав, то поскольку количество фона в общем сигнале у нас будет стремиться к минимуму, мы сможем и гейт точно так же использовать по минимуму, что приведет к тому, что у нас будет больше полезного сигнала, нежели чем шума или фонов, что в свою очередь нам позволит убирать намного меньше полезного сигнала. Теперь нужно разобраться в причинах фона. Первое, что может быть, это какая-то неисправность в гитаре. Второе, это какие-то проблемы с сетью или внешними какими-то элементами цепи. И третье, это радиочастотный шум. А теперь разберемся по порядку. Начнем с того, что у нас может быть просто какая-то неисправность в гитаре, у нас может быть побитый провод, у нас может отвалиться что-то в педали, может быть просто севшая батарейка в педали, может быть что-то неисправно с блоком питания, неисправно что-то с самой головой, лампами и так далее. Это нужно разложить всю свою цепь звуковую и найти то звено, которое сломано, его поменять, и все станет нормально. Со вторым вариантом все немножко сложнее. Нередки случаи, когда в домах в принципе нет заземления. То есть, когда в домах нет хорошего заземления. Заземление в домах есть, но как бы немножко оно по-другому работает. И когда вот такая фигня происходит, то вот на этом моменте и начинаются танцы с бубнами. Элементарно, во время капремонта могли что-то накосячить, что-то переделать, и вот у меня на старой квартире было так, что до 8 часов занимаешься на гитаре, все тихо, спокойно, все хорошо, в 8 часов просто вот фон «Здравствуйте» на всех инструментах. Что бы ты ни делал, есть там экран, нет там экрана, это уже какие-то проблемы непосредственно именно с домом. И с этим, по факту, вы ничего не сделаете, только нужно вот обращаться там, грубо говоря, в ЖЭК, говорить, что у меня какая-то жопа. И соответствующие люди должны эту жопу исправлять. И третье – это радиочастотный шум. Именно с ним экран и борется. Поскольку этот шум, он постоянный и присутствует всегда, если мы заэкранируем инструмент, то хотя бы отчасти наводок мы можем свою гитару защитить, что в свою очередь сделает игру более приятной и комфортной. Теперь проверим, какой из экранов справится со своей задачей лучше. Я рассмотрю все распространенные варианты экранировки, а именно экранировку проводом в оплетке, графитом и медью. Естественно, сравнивать все это великолепие мы будем на одном инструменте. Я, правда, бридж уже там поменял, но как бы в данном случае это не особо важно. Пара слов о том, как происходил эксперимент. Я взял инструмент, убрал из него всю старую электронику, поставил туда всю новую, распаял сначала обычным проводом, записал, распаял проводом в оплетке, записал, убрал провод в оплетке, поставил обычный провод, поставил туда графит. Информация для задротов. Сопротивление на графитовом экране между самыми дальними точками было 1 кОм. Записал. Убрал оттуда графит, поставил медь, записал. Теперь непосредственно эксперимент. Сначала проверим эффективность, то есть насколько хорошо экран защищает от фона. Слушаем результаты. Ну что, как вам результаты? Я думаю, что после вот этого куска видео не имеет смысла говорить о том, что работает экран или не работает.
Если сравнивать варианты относительно стока, то шо медь, шо графит, они работают хорошо. По поводу экранированного провода у меня вот как было представление о том, что нормально оно не работает и нормально не экранирует, поскольку не все полости темброблока защищены, то тоже мы увидели на, собственно, видео. Но это ни в коем случае не означает, что экранированный провод бесполезен. Экранированный провод замечательно подходит для того, чтобы заэкранировать, допустим, на лесполе канал от темброблока до свеча, либо на рендеродцах канал от темброблока до гнезда. Поскольку любой провод — это антенна, и любая антенна ловит навод. Дальше больше. Теперь проверим, прости господи, как экран влияет на звук. И вот тут уже все немного интереснее. Если между стоком, оплеткой и медью я не услышал разницы, то с графитом, на мой взгляд, изменения были слышны и достаточно отчетливо. И субъективно не в лучшую сторону. Ну что ж, за сим, я думаю, дал вам пищу для размышлений. Также я прикреплю вниз архив с исходниками, именно с диайниками, чтобы вы могли это послушать не через YouTube, а просто скачать, загрузить в DAW и самостоятельно на своей аппаратуре прослушать это в полном качестве. Также услышали вы, не услышали, есть разница, нет разницы, все пишите в комментарии, там все это обсудим и так далее и тому подобное. Ну вот это вот вся ютуберская хрень. Также ставьте лукасы, делайте репосты, подписывайтесь на канал, вот это вся бла-бла-бла-бла-бла. А с вами был Максим, до скорых встреч, пока! Это ютуберская хрень. Только не будет больше никакого ютуба!